Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу, как установить библиотеки в Drum Sampler под названием B3 4, B3 4, или как в простонародье называют батарея. В общем, с одной проблемой я столкнулся, когда установил и хотел добавить sample паки, так называемые, в эту программу. Сейчас покажу, с чем я столкнулся и вообще в чем суть была. В общем, я установил плагин, зашел в Ableton Live 11 и увидел вот так вот. Но я скачал пустой плагин без встроенной библиотеки, а скачал библиотеки отдельно, да. И получается так, что вот у меня Factory, которые должны были быть вместе с плагином, здесь, естественно, ничего нет. И когда я зашел в User, вот сейчас у меня здесь есть, да, то есть Kids, комплекты и sample, да. Вот, до этого у меня ничего не было, было пустое поле, и я пытался как-то загрузить, в общем, вот так я делал, через Preference, заходишь в Library и нажимаешь, выбираешь папки, выбираешь путь к папкам, где у тебя библиотеки, скажем так. Вот у меня было две библиотеки, одна называется B3 for Factory Library, а другая B3 Now Library. Да. Да. B3 Now Library. Вот, выбираешь, нажимаешь Rescan, и, по идее, должно было что-то случиться, чудо, но чудо не случилось, ничего здесь у меня не появилось. Потом я начал искать информацию, кое-как я нашел, что, оказывается, для того, чтобы установить библиотеку, нужно сделать следующее. Нужно закрыть набор, здесь он не нужен. Нужно программу, то есть, когда вы установили Battery, у вас появится вот такой без DAW. То есть нужно зайти в программу не через вашу DAW, да, не через там Ableton Live 11 или что у вас там установлено. Да. Вот, а нужно просто зайти через вот ярлык, саму программу установленную на компьютере. И вот здесь уже вы зайдете в Preference, вот также Edit Preference, также пусть к папкам укажете и нажмете Rescan. Подождите там, ну, в зависимости от мощности компьютера, подождите там пару минут, и все. И у вас вот здесь вот появится как раз вот они подписанные юзеры, sample паки, да, комплекты, вот так называются они. Вот, и сэмплы, все будет подписано, у вас вот так вот все это появится, у меня этого не было. То есть я не знал, что вам нужно именно так сделать. И после того, как у вас уже все это загрузилось, да, то есть можно здесь послушать любой, в принципе. Вот, вы можете просто закрыть, опять открыть Ableton Live. Вот, и после этого у вас уже здесь появится библиотеки. То есть это делается так, а не через DAW. Надо изначально саму программу запускать. Вот. Надеюсь, кому-то это будет полезно. Давайте немного, может быть, что-то еще, что я успел сделать. Да? И давайте сделаю небольшой такой обзор программы. В общем, что можно сделать, что я узнал. Скажем так, что не так, как мне показалось, очевидно, да. Ну, то есть мы закидываем любой какой-нибудь звук. Допустим, вот этот C3. Ну да, получается, нота C3, она же нота до первого окта. Первая октава, она вот в этом, в C параметре. И для того, чтобы посмотреть, на какой вы ноте, можно вот здесь вот выбирать ячейку, и здесь будет написано, какая у вас нота, но ее можно поменять. Но еще можно, если, допустим, sample не подписан, да, на какой ноте записан, можно, конечно, через тюнер это сделать. Тоже, кстати, достаточно хорошо он показывает. То есть вот у нас C идет, вот тут дом. Что мы можем сделать? И мы можем, кстати, мы можем запичить его. То есть, чтобы у нас, когда мы, вот видите, дальше ничего не работает, чтобы у нас, скажем так, пичился, да, наверное, так правильно называется. Так, давайте. Вот мы нажимаем, вот выбираем наш звук, нажимаем здесь вот это, и выбираем, от какой ноты до какой он будет и менять, транспонировать, скажем так, да, менять высоту тона, да. Так, возьмем ноту
вот эту, и от ноты до большой октавы и до ноты до второй октавы. Вот, они у нас поменялись. Все, и теперь дальше нам надо зайти в сетап и здесь выбрать K-трек. И все, и теперь получается, что вот. Всё. Звук меняется. Очень удобно. Ну и также понятно, что здесь можно... Давайте удалим. Сюда можно добавлять ваши любые сэмплы, которые есть в этот, скажем так, сюда, не знаю, что. Ну, давайте. Ну, давайте вот это что-то, я не знаю, что это за библиотека такая. Ну и чтобы обратно сбросить, также вы просто нажимаете сюда, нажимаете ноту. Раз и еще раз. Все. Что дальше еще здесь можно сделать? В целом, не могу сказать, что я как-то прям разобрался. Сейчас пытаюсь понять, как сделать бочку, пробивающей в стиле хардстайл. Вот мне прям понравился, скажем так, есть диджей итальянский Затокс, и вот у него очень крутые, не знаю, биты, как это назвать, то есть, да, прибивающая, это какая-то чуть-чуть кислотная, хлюпающая, не знаю, как бочка. И вот пытаюсь понять, как это сделать. Вот. Обязательно, когда разберусь, сниму видео. Поэтому в целом такой небольшой обзор по то, как установить сэмплы в программу B3 4. Надеюсь, кому-то было полезно. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч.